Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Найди мягкие подушки поближе к камину. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай. Сегодня мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий». Вий есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называются у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Николай Васильевич Гоголь. Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, до ужаса всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы, идя, толкая друг друга, и бранились между собой самым тоненьким дискантом. Они были все почти в изодранных и запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякую дрянью, как то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьянками, из которых один, вдруг чиликнув, среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее, платья у них были часто совершенно целы, но зато на лицах всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического троба. Или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собой тенором. Философы целую октаву и брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник, долго еще остановившись, нюхал, как кончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у кого полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Панычи, панычи, сюды, сюды!» — говорили они со всех сторон. «Ось бублики, маковники, вертычки, буханцы хороши, ей-богу хороши, на меду. Сама пекла». Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала: «Ой, сусулька, панычи, купите сусульку». «Не покупайте у этой ничего, смотрите, какая она скверная, и нос нехороший, и руки нечистые». Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целую горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же просторных комнатах с небольшими окнами, с
в сон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны были принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу-бу-бу-бу. Аудиторы слушали урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка или вареник, или семена из тыквы. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда со всеобщего согласия замышляли бой. И в этом бою должны были участвовать все, даже и цензоры, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве. Каждый ли класс должен стоять за себя особенно, или все должны были разделиться на две половины, на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец и богословие в ужасных шароварах с притолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был не дурен. И в то время, когда он сёк розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом. Им, по выражению профессора богословия, отсыпалось по мерке крупного гороха, что состояло в коротеньких кожаных кольчугах. В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами, иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже Киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пантефрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна или мешок броса и половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив, так что засчитать, сколько каждому из них уписывал за вечерю галушек, было бы совершенно невозможное дело, и потому доброходные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда Сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день аудиторы слышали от них вместо одного 2 урока. Один проходил из уст, другой ворчал.
в сенаторском желудке. Бурсы и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшиеся по сие время, слово техническое, означавшее далее пяток. Самое торжественное для семинарии событие было вакансии. Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить и приготовлять детей, людей зажиточных, и получали зато в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором, варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собой мешок, в котором находилась одна рубашка и пара ануч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны. Для того, чтобы не сносить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидовали в стороне хутор, тотчас сворачали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд, и весь род начинали петь кант. Хозяин хаты, какой-нибудь старый казак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал пригорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Женько, то, что поют школяры, должно быть очень разумное. Вынеси им сало и что-нибудь такого, что у нас есть». И целая миска вареника ввалилась в мешок, порядочный кус сала, несколько полениц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы, богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти расбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других. Один раз во время подобного странствия 3 бурсака своротили с большой дороги в сторону с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были богослов Халява, философ Хамабрут и ритор Тиберий Горобец.